Счастье, счастье, летит счастье моим любимкам. Моим любимкам. Да, раки, летит счастье вам. Крепко, крепко держитесь за счастье. Обязательно прилетит, несмотря ни на что. Стержень, держим стержень. Держим стержень и силу духа, несмотря ни на что. И крепко за счастье держимся. Ну что, таких три полноценных события, таких основательных события, которые будут в этом месяце, о которых мы сейчас с вами подробно поговорим. Сатурн, Плутон, о которых я остановлюсь подробно. И, конечно же, Марс делает транзит с 25 числа. Транзит делает Марс в ваш знак. Марс делает транзит в ваш знак. И сразу энергия Марса не от Овна, а такая скорпионья. То есть я начинаю, чувствую. Я не знаю, как это объяснить. Так рассуждает рак. Не знаю, как объяснить. Я это чувствую. Вот такая появляется чувствительность, о которой тоже мы с вами поговорим подробно. Итак, мои хорошие. Вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, ставлю, не знаю как, но чувствую, что хочу поставить лайк. Спасибо. Спасибо, раки. Чувствую, вот так чувствую, хочу поставить лайк. Так, смотрим с вами. Ну что, 7 числа Сатурн. Ну, таких два события, смотрите, два события, таких два гиганта, как Сатурн и Плутон. Плутон сама по себе очень маленькая точка, прям маленькая такая планета, но она гигант по своей значимости. Ну а Сатурн это опыт. Опыт. Это не мудрец, Юпитер у нас мудрец. Сатурн это опыт. Я тебя научу, ты со мной приобретешь опыт. Вот что такое Сатурн. Ты ситуацию прошла, ты ничего не понял, еще раз пойдешь по этой ситуации. Я тебе еще раз посылаю. Опять не понял, я тебе еще раз посылаю. Пока ты не пройдешь опыт. Вот это Сатурн. То есть он ограничитель, он тебя ограничивает во времени. Он тебя заставляет еще раз и еще раз, пока ты не выучишь, вот какой-то опыт не пройдешь. Ограничивает тебя во времени, в какие-то рамки тебя. И этот Сатурн делает транзит в знак зодиака Рыбы и будет находиться там почти 3 года, стоять в знак зодиака Рыбы. Здесь ограниченность, как это будет, что это и как это будет работать для вас. Здесь ограничения происходят очень такого ментального характера. Здесь необходимо пройти опыт для раков, пропускать не через душу, потому что вы это моя душа, вы это душа, вы это мама, луна, сестра, жена, женщина, дочка, это. Вы это вот это, то есть немножко что-то потоньше, тонкая душа. Так вот, нужно за эти 3 года научитесь не здесь переживать, а через голову. То есть капитально, основательно. Я не тревожусь, потому что мне тревожно, а я подумаю, в чем дело. Как я могу эту тревогу убрать? Сатурн это голова. Сатурн это стержень. То есть это для вас переход в знак зодиака Рыбы, для вас это огромная поддержка. Это опыт, который вы пройдете, но опыт, который вас поддержит Сатурн. Потому что он будет находиться в водном знаке. Конечно, водным знаком это поддержка от Сатурна. Те, кто хочет делать диету, не мог никак, вот Сатурн вас ограничит. И вы сможете пройти это. Если кто-то какой-то курс начал лечения, и вот то неправильно, не вовремя таблетку взял, то не вовремя там нужно было какую-то процедуру сделал, то отложил, то получилось, то опять начал, тоже загонит вас. Вы какой-то сможете
до конца довести сможете этот опыт сделать. Кто-то с учебой. Ну ладно, потом я это доделаю. Ну ладно, я на следующий год оставлю этот курс, я не сдала, я его потом, вот тут вот все сконцентрируется. То есть, да, нахождение 7 числа транзит Сатурна по вашему знаку – это ограничение в очень положительном ключе. Ну и вообще Сатурн – это опыт, и опыт, который ты набираешься, и когда ты наберешься этот опыт, ты его уже никогда не потеряешь. То, что по Сатурну ты какой опыт набрался, ты никогда не спустишься вниз. Ты будешь подниматься на следующий опыт, подниматься на следующий опыт. Не таким образом. Упал, поднялся, упал, поднял. А ты будешь уже достиг одного, ты уже пойдешь, ты уже просто как схему себе выстроишь. Ты за 3 года поймешь, как это работает. Мне не надо переживать, мне не надо страдать, мне не надо страхи какие-то меня одолевают. Меня одно работает. Как мне от этого избавиться? Если мне нужно принять какие-то учебу пройти, учебу, если мне надо курсы какие-то, курсы, если мне надо лечение какое-то, лечение. То есть оно тебе прям сконцентрирует. Очень хороший для вас это будет транзит. Следующее событие, которое тоже у нас будет в марте месяце 23 числа, Плутон делает транзит в знак зодиака Водолей. Такой, знаете, пробный. Плутон не так все легко и просто. Плутон трансформатор, очень сильно трансформирует. Вот он как-то так немножко зайдет, попробует, вернется к Козерогам и все равно в 23 году окончательно выйдет на целые 20 лет. 20 лет Плутон будет находиться в знаке зодиака Водолей. И перемены, которые нас с вами ждут, не заставят себя долго ждать. Мы эти перемены будем чувствовать с вами просто молниеносно. Мир меняется, мы меняемся, и этому процессу бесполезно сопротивляться. Как только ты сопротивляешься этому процессу, деградируешь ты. Общество пойдет, куда пойдет. А общество всегда идет туда, вперед. Может быть, там не так хорошо, может быть, там, но это все равно вперед. Ты не можешь вот здесь все, тут уже все отработало. Мы с вами это будем очень, раки это будут очень сильно чувствовать. Вообще весь мир будет чувствовать, насколько будет мир меняться, насколько мы с вами будем меняться. Особенно технически, технологии. Ты во все это погрузишься, ты этим всем начнешь обучаться, пользоваться. Ты во всем в этом будешь преуспевать. Следующее, значит, смотрим дальше с вами, смотрим. Солнце. Солнце будет находиться в знаке зодиака Рыбы до 20 числа. Затем солнышко сделает транзит в знак зодиака Овен. И сразу как сделает только транзит, оно делает очень красивый секстиль с Плутоном. Но до этого солнышко, которое находится в знаке зодиака Рыбки, это такое солнышко, которое в водном знаке. Оно очень хорошо знакомо вам, ракам. Оно каким образом работает? Опыта большого. У тебя есть мудрости, которые Солнце прошло за 12 месяцев. Солнце каждый месяц делает транзит. И когда оно находится в знаке зодиака Рыбы, оно уже прошло, представьте, этот круг прошло, то есть набралось очень много опыта. И здесь Солнце такое, оно водное, оно не колеблется, оно не ярко светит, потому что это огненная и водная стихия. Но это Солнце, оно отражается в воде, оно яркое, и оно отражается в воде. Вроде дает даже тепло немножко, воду согревает. Вроде освещает все, но это все равно вода. Вот каким образом отражается это для вас. Для вас это все, что связано с со своим душевным состоянием. Как-то вроде и тепло, вроде даже и понятно, что делать. Светло, понятно, знаешь, куда все.
Но оно все дает такую покой. Как будто тебе ясно стало и понятно стало, и ты знаешь, чем, как делать. И вот этот до 20 числа, вот вы интуитивно будете понимать, что и куда делать. Принимать решения очень прекрасно. Ты не на эмоциях. Ты не принимаешь решения, когда тебе грустно, когда тебе обидно, когда тебе как-то... У тебя покой здесь. И ты можешь принимать какие-то решения, ты можешь делать какие-то шаги, ты можешь какие-то разговоры делать. У тебя очень покой, вот такое солнце, которое дает покой. И это солнце 20 числа, когда сделает транзит в знак зодиака Овен, оно яркое, два огня, Овен огонь, Солнце огонь, и плюс стоит там огонь Юпитер, яркое, молодое, жажда жизни, и сразу сделает красивый очень секстиль с Плутоном. Что это для вас? Это такая яркая вспышка, достаточно энергии, вы энергичны, у вас происходят какие-то яркие события в жизни, у вас это переезд может быть, покупка какая-то, путешествие очень хорошее, это трансформация, которая с вами произошла. Вот что-то внутри отпустило, что-то внутри успокоилось, какая-то ситуация очень хорошо проявилась, прояснилась. Это вот никак не могли разделить. Вот у вас есть какие-то, допустим, остались финансы от ваших родителей, но никак вы с братом или с сестрой, вы никак не могли разделить. Как-то захотите решить эту проблему, чтобы окончательно избавиться от неприятностей, потому что для вас вы очень не можете находиться в конфликте. Вы не можете находиться с родными в конфликте. Для вас это вы это дом, вы это семья, это очаг. И когда что-то здесь не стыкуется, с кем-то какой-то конфликт, вы даже готовы уступить только, чтобы наладить отношения, чтобы конфликта не было. И вот здесь такой, именно такой аспект, где ты что-то вот уложилось, как-то уладилось в твоей семье с твоими родными. Дальше что мы смотрим? Ну вот, конечно, отдельно я хочу сказать про Лилит, потому что Лилит долго у вас находилась. Сейчас она сделала транзит в знак зодиака Лев. Лилит – это фиктивная точка на небе, это черная луна, это проказница, которая колесо жизни, к которому ты идешь, по это колесо жизни, и тебе туда вставляет спицы. То есть вставляет тебе где-то какие-то, как ты отреагируешь, как реагируют раки. Лилит очень активная в этом месяце. Как раки реагируют? Душой. Расплакалась, обидно, разнервничалась, засуетилась, неприятно, растерялся. Вот такая, то есть очень-очень душевная. Лилит здесь прям на острие. Она находится в знаке зодиака Лев. Корону на себя надела, на троне хочет сидеть, чтобы ее видели, на нее обращали внимание. Она столько проказ будет делать, только обратите на меня внимание. И, конечно же, таким образом, что ну что ты переживаешь, я пошутила. Ну ничего себе, зачем же ты мне это сказала? Я переживал, или там ребенок что-то, или каждый на свою ситуацию применяйте. С родителями. Ой, да я пошутила, я просто так сказала, я не видела там тебя где-то с кем-то. Это я просто так, я тебя проверял. Но это неприятно. Это недоверие или еще что-то. То есть вот такие. Это будет и будет в этом месяце, потому что Лилит активна. И с Солнцем делает аспект, и с Меркурием делает аспект, и с Венерой делает аспект. Вот представляете, в течение месяца просто везде, где только можно, эта куколка о себе заявляет. Но не с нами. Мы знаем эти все проказы. И, конечно, когда ты знаешь, для чего смотришь, ты должен применять эти знания, которые ты послушал, применять, не реагировать. Я пока не узнаю точно, я не собираюсь расстраиваться или испугаться. Вот кто-то даже, знаете, вот билет купили на самолет, купили билет. Вот летите. Кто-то говорит, ой, самолет задерживается, или, допустим, отменяется рейс, а у вас там где-то, допустим, на отдых едете, или где-то встреча, отменяется. А потом говорит, ну ладно, я пошутил, я неправильно посмотрел, или еще. Такие
тупые, глупые шутки. От Лилит никогда не бывает. Они острые, иногда очень туповатые такие шутки. Ну, проказы, понимаете? Поэтому не дать расстроиться. Я сам позвоню и узнаю, отменили рейс, не отменили рейс, или экзамен отменили мой, или экзамен перенесли, или операцию мою будут делать, или этот доктор, или не этот. Я все сам узнаю. Мне не надо ниоткуда ничего, никакое приносить. Я узнаю. Люди иногда, знаете, вот по Лилит иногда делают не специально. Они действительно увидели, что поменялось расписание. Вот как-то человек посмотрел, и этот день там стоял, этот тут перепутал эти дни, он как будто бы увидел. Иногда это не специально делается. Дальше что, мои хорошие? Венера, да, смотрим Венера. Венера до 16 числа в знаке зодиака Овен, а потом идет в знак зодиака Телец. И в Овне, и в Тельце Венера очень гармонична, она очень сбалансирована. И Венера, которая всегда парная, ищет пару, флюиды пускает, она красива, там она активна, там качественная Венера. Но в то же время Венера, которая продуманная, она не поверхностная, она не вульгарная, она не транжира, она посчитает все. Как-то все очень дозировано. Очень, очень хорошая Венера здесь находится. И тоже сделает прекрасное соединение с Юпитером. И с Марсом соединение. И с секстиль. И с Сатурном секстиль. То есть сама по себе Венера – это энергия, женская и мужская энергия, очень хорошо сбалансированная. И она опытная. То есть даст ей Сатурн, встречаясь с Сатурном, секстиль делая к Сатурну, опыт такой. Опыт, продуманность, внимательно. Ты встречаешь человека, у которого ты его не просто встретил, он попался именно вот в это время, попадается тебе человек, который ему что-то интересно, у тебя интерес к нему появляется, тебе что-то от него хочется научиться, тебе хочется к нему тянуться, тебе хочется быть с этим человеком. И этот человек может быть старше тебя по званию, по возрасту, по статусу, но может быть просто старше тебя по опыту. Он свой опыт, который несет свой опыт, этот опыт, который ты еще не проходил, а человек о своем этом уже рассказывает. И ты можешь тянуться. То есть сама по себе Венера очень в гармонии, очень хорошо играет, особенно в этом месяце, особенно, конечно, для своих тельцов, для овнов и для раков. Очень сильно Венера будет работать на вас. Вот эти все секстили, которые делает, если вы не поддадитесь, потому что с Лилит она тоже встречается, с Лилит тоже квадратуру выстраивает. Вот если не поддадитесь этому, то Венера на вас очень положительно отработает. А когда она встретится 23 числа, сделает квадратуру с Лилит, это немножечко уберите здесь какого-то такого личного характера. Ну, может быть, кто-то, я не знаю, захочет дома сделать, ну, вот какой-то маленький косметический ремонт, какой-то цвет легкий другой дать, то вы можете потом подумать, как-то зачем я этот цвет дала, наверное, тот цвет был лучше, этот может быть сильно яркий или может быть сильно такой бледный. То есть перестановку сделали, как-то вот него перевесили что-то, как-то не... То есть 23 числа этот очень короткий аспект, начиная там где-то с 21, с 22 по 24, 25, лучше вот такого что-то, все, что связано с эстетикой, и очень такого что-то женского. Ну, купить какую-то вещь, сделать как-то стрижку или покраску. Может быть, в этот период лучше перенести, потому что будешь чуть-чуть разочарован, хотя это не такое прям большое будет разочарование. Конечно, если ты подстригся и тебе не нравится, то пока отрастет, ты постоянно видишь это, тебе неприятно, поэтому, может быть, здесь лучше и пропустить вот эти 2-3 дня, когда этот транзит, он разойдется, он очень короткий. Ну и что еще, мои хорошие? Ну вот я вам сказала Марс,
который делает транзит к вам, он долго находился в знаке зодиака Близнецы, находился там 7 месяцев и делал там ретроградность, и там такой Марс, который просто вымотался, легкий в стихии воздух. Ему было просто, он болтался, этот Марс, и всю свою энергию столько потратил, и заходит в знак зодиака Рак. И сразу энергия абсолютно здесь другая. Марса энергия приобретается как у Скорпиона. То есть этот Марс, уже начиная от вашего транзита, это уже абсолютно Скорпионий Марс, который для водных знаков очень балансирует энергию чувствительности. Не знаю, как объяснить, но я чувствую, что это так. Не знаю, как тебе рассказать, но я чувствую, что лучше допустим, в это место не ходить, потому что там не понравится. Это обостряются вкусовые качества, тебе как-то запахи обостряются, ты это чувствуешь. Немножко несвежий продукт, здесь как-то вот наоборот, очень такой какой-то новый запах, какого-то вот нового цветка, то есть обостряется чувствительность. Это очень красивый транзит в знаке зодиака Рак. И такая повышенная чувствительность в руках. Вы и так, я всегда говорю, что очень вкусная рука у рака и у тельцов. Очень вкусная рука. Вот рак возьмет, будет лежать какое-то там, не знаю, яблочко, оно уже все такое подвяленькое. Рак возьмет, почистил, порезал. И такое яблоко, как будто ты в жизни такое никогда вкус не ел. У вас сама по себе рука очень вкусная. Готовите очень вкусно, даете вкусно, накрываете вкусно. Ну, вкусно. И в период, когда будет находиться у вас Марс, сама рука такая чувствительная, вкусная, просто потрясающая. Печете, делаете, готовите, у вас будет это, конечно, присутствовать. Ну что, мои хорошие, ставим вкусный лайк. Такой пахнет вкусно. И попробовать, если лайк тоже вкусный. Жду от вас лайки, спасибо большое, бесконечно вас всех уважаю, счастья вам посылаю, мои любимки, обнимаю вас.